Ох, дорогие друзья, в какую авантюру я ввязываюсь, это вообще конец. Но я думаю, для вас это будет по-любому интересно, а для меня такое лютое приключение, что ну его нафиг. В общем, я сейчас иду за автомобилем, который стоит 2 года во дворе. Со слов владельца, этот автомобиль в свое время принадлежал какому-то профессору. Потом его выкупили у этого профессора. Не знаю, какой там профессор, но в общем профессор в Советском Союзе был. И катались до 2022 года. С тех пор она стоит. Задача запустить и поехать на заброшку. Попутешествовать. Доеду я или не доеду, хрен его знает. Вы все увидите. Приятного вам просмотра. T-Black Beats. Вот, он не открывается, блин. Мощь советского производства. Так, прежде чем запускать, надо накачать бензин. Чё-то пока не выходит. Так, масло проверим. Масло есть. Это главное. Так, подсос выдвинули. Качнули пару раз. Так. Ну, запустилось, и это уже радует. Расставляю камеры и выезжаем, блин. Так, давление масла есть. Зарядка вроде есть, бензина нету почти, заправимся. Пробег 79 312 километров. Нормально. Все поворотники проверяем. Если щелкает медленно, значит все работают. Если щелкает быстро, значит один какой-то не работает. Аварийка. Офигеть, тут даже лампочка работает. Вот это, блин, машина, а. А еще я узнал такой факт, что здесь стоит увеличительное стекло для плохо видящих, ну, со зрением у кого проблемы, то есть, ну, вот, дедушка ездил, у него со зрением были проблемы. Для этого стоит увеличительное лобовое стекло. Удивительно. Не, ну, вроде я-то еду нормально. А по факту вот так. Представляете, блин? Удивительно. Слушайте, я на самом деле в афиге. Тут люди реально показывают палец вверх. Почему, не знаю, но они, короче, удивляются, говорят: офигеть, ласточка, хоть она и грязная вся, под пылищем слоя. Я вообще в шоке. Вот только что человек на Mitsubishi, блин, такой, нифига, говорит. Обалдеть. Вот меняется время, да? Вроде просто обычная Волга 24-я, блин. Нет, уже раритет. И вот благополучно я доехал на Волге до дома. Да, я мог посмотреть, проверить, поднять на подъемнике, но я не стал этого делать, иначе терялся бы смысл и суть всего видео.
А суть была в том, чтобы взять заброшенную машину и попытаться на ней доехать до заброшки. Поэтому я ничего не делал, кроме как проверил масло, жидкости, так на всякий случай. Долил тосол и поехал в путь. Где этот долбаный краник? А вон он. Горячая, сука. Да, кушает она как не в себя. Был полный бак, сейчас еще заправил полный бак. Ну а что сделать? Такие вот машины были они. Кушают они много. Слепни тут, блин, летает. Это не слепень, это этот, как его. А, собаки на меня встречают. Слушайте, офигеть, их тут нафиг много. Этих штук. Приехал я, дорогие мои зрители, в поселок Маховое, который в печальном 2010 году сгорел дотла. Здесь, если можете наблюдать, деревьев-то и почти нет. Они все просто сгорели. А те, что есть, выросли за 14 лет. Просто пустырь. Там можно наблюдать вон, еще остатки обугленных досок. Некогда кирпичные здания сохранились, бетонные сохранились. А все деревянные постройки попросту сгорели. Теперь это выглядит вот так. Где-то остались фундаменты еще. Вон там, если видите, остатки детского садика, еще деревянные. Тут был небольшой городок, где добывали торф. Ну и весь добытый торф везли на завод, который называется Каданок. Вот они деревья, если видите, можно подойти посмотреть, которые в 2010 году горели. Когда Москву окутал дым, да и все ближайшее Подмосковье тоже, когда дышать было невозможно. Здесь все горело. И остались вот такие вот выжженные деревья. Куча птиц. Ну и, конечно же, природа. Природа берет свое. Но это же, слушайте, жутко это выглядит. Деревья вот эти вот такие. До сих пор вон угли на них. Ну а тут просто брошенный город.
Где-то, говорят, даже в квартирах еще можно найти утварь, оставленную людьми. Но по большей части все разрушено. Все вывезено, спилено вплоть до пола. И это мы сейчас с вами были в какой-то квартире, а это подъезд. Все спилили, абсолютно все. Не знаю, насколько можно ходить по таким лестницам. Очевидец рассказывал, что здесь в 2010 году невозможно было дышать ни в масках, ни в противогазах, абсолютно никак. Настолько было все в дыму, что дым доходил до Москвы. Высота пламени доходила до 100 метров и распространялась около 2-3 метров в секунду. 2-3 метра в секунду — это вот идет пламя, и за 5 минут деревни нет, деревня выжжена. Все, 5 минут, и деревни нет. Так же было и тут. Блин, а ведь когда-то здесь был чей-то дом. Если меня сейчас смотрит этот человек, я надеюсь, у вас все хорошо. Вам выдали квартиру, и вы сейчас живете спокойно и счастливо. Пережить такое — это страшно. Волга доехала, блин. Надо будет заглянуть под капот, конечно, посмотреть. Масло проверить. Но она доехала. И привезла меня сюда. Главное еще доехать до дома, блин. Серьезно. Долго ехал. Я, считай, выехал где-то в час. И сейчас уже часов 7. СНТ мелкие совсем сгорали, а большие деревни вертолетами набирали воду с водоемов близлежащих и пытались тушить. Некоторых спасали, а некоторые стерлись с лица земли навсегда. Сейчас, если туда прийти, там даже видно ничего не будет, просто пустырь. Вот так здесь было в 2010 году. Пойдемте посмотрим на детский сад. Вон он, остатки его. Он был деревянный, и как бы вот то, что от него осталось. «100 метров высотой пламя». Представьте себе, 100 метров. Это, я вам скажу, это высоко.
А для наглядности, на самом деле, я сейчас подумал и понял, что давайте-ка я, может, залечу на квадрокоптере, там высоту показывает, залечу на 100 метров и покажу вам, какая же это высота пламени в 100 метров. По-моему, это Дом культуры был. Да. Это был Дом культуры. Теперь здесь вот так. Здесь проводили концерты, он даже заколочено все. По рассказам очевидцев, в 2010 году здесь не было дня. Чтобы вы понимали, здесь была ночь. Не поняли, да? Вот представьте себе ночь. Ну и днем здесь тоже была ночь из-за дыма. Солнце просто не проглядывало сквозь клубы дыма. Здесь где-то на протяжении недели была ночь из-за дыма. На протяжении недели. Ну вот здесь есть какой-то залаз, но сами понимаете, внутри ничего не осталось. Здесь теперь растет мох и летают голуби. Гуля-гуля. Как твои дела, Гуля? Дружить будем? А? Мы будем с тобой дружить? Давай только не какай на меня, ладно? Так. Еще одна Гуля. Пью! Они тут, блин, истребители. Ох, сколько вас тут. Ну, в общем, здесь вот так вот. Пусто. Все повывозили уже. Темные помещения, блин, на самом деле. Нет, у меня есть телефон с собой. О. Здесь какой-нибудь труп? Нет. Обознался. Главное под ноги смотреть. Провалиться неохота никуда. Вот. И я про то же. Ну, выкапывают металл. Здесь все пусто, здесь все уже давным-давно вынесли. Прошло уже 14 лет. Ребята, вы так тут это делаете? Ну-ка, Гуля-Гуля.
Где-то там. Где-то тут. Вон они. Вон они сидят. Вы так гугукаете, что тут ночью обосраться можно будет. Да вы не бойтесь, я это местный. Чуть-чуть. Недолго. Нормально все? Нормально. Ладно, сидите. Только Димка может с голубями разговаривать, ей-богу, блин. Ну и по факту это все, что тут есть. Прикиньте, сколько надо кормить этих собак. Их же тут куча просто. И Волга. Сейчас попробую забраться в это здание. Посмотреть, что осталось здесь. От дорожек осталось вот что. И вот он, вход в подъезд. Это, по всей видимости, я не знаю, пожарные шланги еще тех времен. Вот они. Чем тушили. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это уже не они. Ботинки чьи-то. Уже 14 лет лежат здесь. Подвал. Здесь получше сохран, чем в том, но здесь либо поджигали, либо это вот как раз в 2010 году горело. Вот оно. Куча хлама. Так, здесь и осталось. Пожженное. Вот так вот. Не стану утверждать, что это горело именно в 2010 году. Может быть, подожгли позже. Но вот так. Но видно, что горело давно. Даже, видите, вот это вот пенопласт, знаете, клеили раньше на потолок. Смотрите, как он поплавился. Температура здесь была, дай боже, большая. Здесь он просто дырки в подвал. Представьте себе, нужно было чуть ли не за минуту собраться и уехать. Вот здесь вот вдоль дороги стояли автобусы, люди эвакуировались, садились в автобусы и увозили отсюда скорее и подальше. Это жутко.
Конечно, здесь разгром уже кто-то лазил здесь. А так люди вот просто покидали все вещи и уехали. Вот такой вот поселок Маховое. Поселок Призрак. Так. Какая-то трещина. Ладно. Масло. Ну, давайте-ка протрем. И еще разок. Ну, есть как бы. Нормально. Вот из-под клапана и вот этой крышки, блин. Вон, видите, как фигачит, аж лужи вон там. Фигачит знатно. Здесь тут стреляет. Так, что? Блин, не бабахнет. Не должно. Не должно. Нормально. Как залил, так и осталось. Это хорошо. Это не может не радовать. Есть все шансы доехать до дома, но это не точно. Так, мусор в машину, дома выкину. Так, что еще? Вроде все. Так, давай. Запускайся, пожалуйста. Момент истины. Отлично. Давайте, подъезжайте. Волга меня довезла, все хорошо. Уже следующий день, и пришло время ее отмыть.
Итак, пришло время впечатлений. После дальней поездки, после маленького такого путешествия, я вернулся домой. Спасибо тебе, Волга, большое. Довезла меня. Не сломалась. Никаких приключений она мне не предоставила. И хорошо. Как говорят, помню, писали в чате подписчики, что Волга — это советский Мерседес. Ну, в то время, наверное, так считали, да. Неплохой автомобиль, большой, тяжелый, мягенько идет. Есть, конечно, некоторые нюансы, которые нужно исправлять. Машина все-таки долго стояла. Ну вот, блин, вопрос к дизайнерам или к разработчикам данных сидений. Ребята, ну вы чё, карлики, гномы, хоббиты или голумы? Кто вы? Простите меня, просто я не понимаю. Сидушки сделаны как будто для карликов. Я сижу, у меня лопатки упираются уже вверх спинки. Я вам так скажу, я довольно-таки приличное расстояние вчера проехал. И у меня спина отваливается. Под конец, когда я уже ехал домой, я вешался. Вешался от того, что у меня жутко болела спина. Это кошмар, это мучение, это ужасно. Вот такое вот замечание у меня есть к разработчикам. В плане остального, да к чему тут придираться-то, к чему придираться? Машина старая. Вам наверняка интересно, что же будет происходить дальше с этим автомобилем. Если вы досмотрели до этого момента, слушайте. Этот автомобиль я не покупал. Этот автомобиль я взял покататься. Да, мне предоставили этот автомобиль, сказали, что на нем никто не ездит уже давно. Если хочешь, бери, покатайся, потом вернешь. Я сделал страховку, да, взял покататься. Прокатился, понял, что в путешествие на нем ездить точно я не стану. Плюс я уже забрал еще один проект, которым тоже нужно заниматься, который вы увидите в следующих роликах. Ну, а эту машинку я отмыл, натер воском и буду отдавать. Буду отдавать владельцам, ее будут продавать. Потому что машину жалко, она стоит. Вот такое вот получилось видео. Огромное спасибо, что ставите лайки. Я вижу, вы стараетесь как можете, активничаете, мне это приятно. Мне это дает мотивацию. Ну а так, слушайте, на дорогах, конечно, да. На дорогах все палец вверх ставят, смотрят. Неужели еще такие машины остались в таком состоянии? Ну да, остались в оригинальном состоянии, вот как есть. Счастья, мира, добра, любви и удачи вам, конечно же. Спасибо большое, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно ставьте лайки и лепите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем мира и добра. Пока.